Всем привет! Я приветствую вас на своем канале Melody Knit, и сегодня я предлагаю вам связать вот такой кардиганчик на возраст 1-1,5 годика для девочки, можно и для мальчика, из пряжи Alize Baby Full в 2 нити, спицами номер 4. У меня ушло 250 грамм. Вот такой замечательный узор, двойной рез и небольшие косички. Получилось, по-моему, очень даже неплохо. Итак, если вам понравилось, давайте приступим к вязанию нашего кардиганчика. Еще раз скажу, что я вязать буду из Alize Baby Full. Номер, кого интересует, это 185, нежно-розовый. В 50 граммах 175 метров. И буду вязать в 2 нити. Спицами номер 4. Итак, давайте для начала посчитаем. Итак, я связала образец. Образец я вязала жемчужной резинкой. У меня получилось в 1 сантиметре 1,887 петли и в 1 сантиметре 2,66 ряда. Для расчетов нам потребуется обхват груди, у меня 52 сантиметра, обхват руки 20 сантиметров, это в самой широкой части руки, подмышки, бицепс, обхват шеи 24 сантиметра, обхват запястья 11,5 сантиметров, длина изделия 34 сантиметра и длина рукава 24 сантиметра. К обхвату груди я прибавляю 10 сантиметров, потому что немножечко узор будет стягивать, поэтому я прибавила чуть побольше. Это у меня получилось 62 сантиметра. Это обхват моей кофты будет, объем. Я поделила его пополам, у меня получилось 31 сантиметр. Это ширина переда и спинки, то есть вот эта половинка 31 сантиметр. Далее к обхвату рукава я прибавила 6 сантиметров на свободу, у меня получилось 26. Разделила пополам, получается 13 сантиметров, это длина проймы. Вот это вот высота проймы или длина и ширина рукава вверху. Обхват шеи 24 сантиметра я разделила на 2, у меня получилось 12 сантиметров. Это у нас получается ширина горловины, потом для расчетов она нам тоже пригодится. Обхват запястья 11,5 сантиметров. Здесь прибавка составляет 5-6 сантиметров примерно в среднем для того, чтобы свободно проходила ручка. И для того, чтобы можно было загнуть резиночку и не давила на руку. Я взяла 5,5 для расчета, чтобы у меня получилось круглое число. Это 17 сантиметров. Поделила пополам, это 8,5 сантиметров. Это ширина рукава половины. И еще нам нужна длина изделия, то есть от верхней точки горловины до низа 34 сантиметра. И длина рукава полностью от плеча до конца резинки 24 сантиметра. Это вот все, что нам нужно, такие мерки. Итак, для начала, что нам нужно сделать? У меня 62 сантиметра получился обхват груди. Я вычту 4 сантиметра на планку. Вот здесь у меня получается будет планка. И я без учета планки ширину должна померить полностью обхват. Минус 4 сантиметра у меня получилось 58. 58 я умножаю на количество петель в 1 сантиметре. 1,87. У меня получилось 109 петель. Это число должно быть нечетным, потому что мы будем вязать резиночку 1 на 1, и она здесь должна быть симметрична. Поэтому число здесь должно получиться нечетное. Потом эти 109 петель я разделила пополам. На перед и спинку по 54 петли у меня пришлось. И одна лишняя петелька будет, она уходит на спиночку. Там мы ее потом рассчитаем. 54 поделила пополам, получилось по 27 петель. Это на перед, то есть половинки, по 27 петель. Спинка 54, перед по 27, каждая половинка. И сделала вот такую схематическую таблицу. Да? Для начала я набираю 109 петель и вяжу просто резинку 5 сантиметров. Я решила, что она у меня будет 5 сантиметров. И далее я буду отделять по 11 петелек на
узор, который у нас идет по переду. Я буду вязать, остальная часть будет вязаться узором рис, то есть 85 петель. Мы их отделим. Далее свяжем на высоту. У меня получилась здесь высота до проймы 21 сантиметр, так как 34 минус 13 у меня получилось 21. То есть из общей длины я вычла длину, высоту проймы. И вот мы когда свяжем 21 сантиметр, потом мы разделим. Нам нужны будут эти цифры, перед, спинка. Мы потом их разделим и будем вязать отдельно проймы. Но это в конце. Итак, для начала нам нужно набрать, получается, 109 петель и связать резиночку 5 сантиметров. Резинку я уже связала, чтобы не отнимать ваше время. Я думаю, что все умеют набирать петельки. Я обычным способом набрала и связала 5 сантиметров резинки. Вот так. Резинка 1 на 1. Начинала я одной изнаночной петелькой и заканчивала одной изнаночной петелькой, чтобы у нас в конце получилось симметрично. Итак, теперь у нас получается 109 петель, и у меня связана резинка 5 сантиметров. Далее нам нужно отделить маркерами по 11 петелек и по одной кромочной еще, и оставить 85 петель на спинку. Я взяла 2 маркера и отметила по 12 петелек с каждой стороны. 11 петелек у нас рисуночка и 1 кромочная петелька. И теперь мы будем вязать рисунок. Так, первый ряд. Первая кромочная петелька, я ее снимаю. Далее 2 петельки изнаночные. Провязываем. 2 петли лицевые. Провязываем. Из одной петельки нам нужно вывязать 3. Для этого мы провязываем лицевую, делаем накид и провязываем здесь же еще раз лицевую. Вот у нас получилось 3 петли. 1 лицевая. Далее из одной петельки мы вывязываем снова 3, накид и лицевая. И провязываем еще 2 лицевые и 2 изнаночные. Вот это наш раппорт узора первого ряда. Далее мы вяжем все петельки до следующего маркера. Мы вяжем их узором двойной рис. Что такое двойной рис? То есть 2 ряда мы вяжем петельки лицевые, например, над лицевыми, а потом 2 следующих ряда меняем их. Итак, раз у нас здесь была лицевая, мы ее провяжем изнаночной. Следующую лицевой. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. И так мы вяжем до следующего маркера. Вот я дошла до маркера. У меня последняя петелька сейчас будет изнаночной. Перебрасываем маркер и провязываем снова раппорт узора. Первый ряд. 2 изнаночные, 2 лицевые. Из одной петельки вывязываем 3 петли. Лицевая. Из одной петельки вывязываем 3 петли. 2 лицевые, 2 изнаночные и кромочная. Это был первый ряд. Далее вяжем второй ряд. Переворачиваем на изнаночную сторону и вяжем второй ряд. Первую кромочную снимаем. 2 лицевые первые будут по рисунку у нас. Далее 2 изнаночные. Те 3 петельки, которые мы вывязывали из одной, мы просто их переснимаем все. Вот так я переснимаю. Вот так все вместе. Ниточка перед работой оставляем. Не провязанные, просто переснимаем. 1 изнаночная. Опять 3 петли переснимаем, не провязывая. Нить перед работой. Провязываем 2 изнаночные и 2 лицевые.
Это наш узор. Переснимаем маркер, и далее нам нужно провязать жемчужную резинку. В изнаночном ряду мы повторяем точно так же сейчас, как лицевом. То есть, где была лицевая, провязываем лицевую, где была изнаночная, провязываем изнаночной. И так довязываем до следующего маркера. Это у нас второй ряд узора. Я дошла до маркера. Провязываю тут последняя у меня лицевая, перебрасываю маркер, и остается у нас петельки узора. 2 лицевые, 2 изнаночные, 3 петли переснимаем, не провязывая нить перед работой, 1 изнаночная, 3 петли переснимаем, не провязывая нить перед работой, 2 изнаночные, 2 лицевые и кромочная. Это второй ряд узора. Далее третий ряд. Первую кромочную я снимаю. Далее идет 2 изнаночные, 2 петли мы просто их переснимаем, ниточка перед работой, и вот эти 3 петли нам нужно провязать за переднюю стеночку с наклоном вправо 1 лицевой. Вот так провязываем. Далее нам нужно эти 2 петельки поменять местами. 1 лицевая на эту петель, на спицу, 2 лицевые на левую. Поменяли. И провязываем эти 2 петельки лицевыми. Можно снять их на дополнительную спицу отдельно, можно провязывать так. Далее эту лицевую мы не провязывая снимаем нить за работой. Далее нам нужно провязать 2 петельки лицевые. Сначала эти мы оставляем, провязываем 2 лицевые вот таким образом. За работой там провязываем. Так. Неплохо видно на камеру. Еще разик. Вторая лицевая. И теперь 3 петельки, которые у нас тут идут вместе, их провязываем мы лицевой с наклоном влево за заднюю стеночку 1 лицевой. Вот так. Все петельки снимаем, подтягиваем. И 2 изнаночные. Это третий ряд узора. Маркер перебрасываем. Теперь мы меняем петельки. Здесь была изнаночная, мы вяжем ее лицевой. Здесь была лицевая, мы вяжем изнаночной. И так все остальные продолжаем. То есть мы их меняем. Итак, это у нас третий ряд. Довязываем до маркера и покажу еще с другой стороны. Еще раз покажу, как нужно выполнить эти переплетения. Я довязала до маркера. У нас идет последняя петелька у меня лицевая. Перебрасываем маркер. И теперь у нас петельки узора. 2 изнаночные. Далее 2 лицевые мы переснимаем. 3 петельки провязываем лицевой 1 с наклоном вправо. Далее эти 2 петельки мы переснимаем на левую спицу, меняем местами с лицевой. Вот так. Так, ниточку. Так. И провязываем 2 лицевые. Лицевую снимаем, не провязывая нить за работой. Далее за работой провязываем 2 лицевые с той стороны. Так, первая лицевая и вторая лицевая.
Возвращаемся к 3 петелькам первым и провязываем за заднюю стеночку с наклоном влево. Вот так, все вместе, все 3 провязываем. Если неудобно, просто мне на камеру неудобно, а так, если неудобно, можно снимать на дополнительные спицы петельки. Вот так. Подтягиваем, расправляем. И 2 изнаночные последние. И кромочная. Это 3-й ряд узора. Так, переворачиваем на изнаночную сторону. И у нас теперь будет 4-й ряд. Это последний. 1 кромочная, 2 лицевые, 2 изнаночные. Далее вот эта изнаночная, которая из 3 петель была. И еще раз изнаночная и изнаночная. То есть получается всего у нас будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 изнаночных. 2 лицевые, 7 изнаночных и 2 лицевые. Это 4-й ряд. Перебрасываем маркер. И здесь эти петельки на изнаночной стороне провязываем точно так же, как на лицевой. То есть, где были лицевые, там лицевые, где изнаночные, там изнаночные. Провязываем ряд до конца, до маркера. Так, я дошла опять до маркера, провязываю последнюю изнаночную, перекидываю маркер, провязываю 2 лицевые, 7 изнаночных, 6, 7 и 2 лицевые и изнаночные. И далее мы повторяем раппорт узора. То есть он состоит из 11 петелек и 4 рядов. Вот такой у нас узорчик получается. Далее мы провязываем точно так же. И раппорт по узору двойной рис точно так же совпадает. То есть у нас 4 ряда тут и 4 ряда здесь. Итак, мы вяжем на высоту 21 сантиметр. Продолжаем по 4 ряда раппорта. Встретимся, когда довяжем до пройм. Вот я довязала до пройм. У меня получился 21 сантиметр вместе с резинкой. И сейчас нам нужно разделить петельки, как я писала, мы считали. Так, сейчас покажу. 27 перед и спинка 55. Вот я разделила, отсчитала 27 петелек, повесила маркер, и с другой стороны точно так же отсчитала 27 петелек и повесила маркер. Проверила, что здесь 55 петель. И теперь мы будем вязать только пока одну полочку перед. Так, но посчитаем мы еще чуть-чуть. Смотрите, горловина. По переду у меня будет углубление горловины. Примерно на этот возраст углубление горловины составляет 4 сантиметра. 4 сантиметра я умножаю на высоту петельную, да? 2,66 ряда. У меня получилось это примерно 10 рядов. 10 рядов разделить напополам, у меня получается 5 убавлений я должна сделать, чтобы вывязать такую горловину. Ширина моей горловины 12 сантиметров. Вот здесь у меня указано. И 12 я умножаю на количество петель в 1 сантиметре, у меня это получается 24 петельки. То есть моя горловина составляет 24 петли всего. На спинке это будет составлять, я указала, вот 25, потому что у нас одна нечетная на спинке петелька, одна лишняя. Итак, по полочке считаем. Длина моей проймы 13 сантиметров, вот здесь у меня указано. Я умножаю это на количество рядов в 1 сантиметре, у меня получилось 34 ряда. То есть я сейчас должна всего провязать еще 34 ряда. 34 минус 10 рядов
уходит у нас на глубину горловины, то есть до углубления горловины нам нужно узнать, сколько будет рядов. Это 24 ряда до углубления горловины. То есть вяжем до углубления горловины 24 ряда и потом начнем убавки делать. Убавки я рассчитала следующим образом. У меня 5 убавлений. Вначале я убавила примерно 5-6 петелек. Убавляем. Можно 7, если большое количество петель. И далее по убывающей. То есть я распределила 5, 3, 2, 1 и 1. И за это время я убавлю все петельки, 12 петелек горловины. Итак, давайте начнем. Сейчас я буду вязать только перед. Покажу. То есть мы продолжаем вязать узор вот здесь и продолжаем вязать двойной ряд и вяжем до вот этого маркера. То есть пока мы вяжем только одну полочку. Провязываем кромочную, вяжем петельки по узору. У меня начинается здесь первый ряд по узору, поэтому я провязываю так, как мне нужно. Накид, лицевая, лицевая, лицевая с накидом, лицевая, 2 лицевые, 2 изнаночные и провязываю ряд до проймы. Здесь у меня начинается изнаночными петельками, далее лицевая, изнаночная, лицевая, и так вяжу до конца, до маркера, которым мы ограничили перед. У меня это 27 петелек всего. Вот мой перед. Я провязываю здесь до конца. Можно убрать маркер. И в следующем ряду я сделаю одну убавочку. То есть вот так. Провяжу 2 вместе лицевой. Сделаю небольшое убавление для того, чтобы у нас потом красиво лег рукав в пройму. У нас будет здесь небольшой подрезик. И теперь вяжу в обратном направлении, повторяю все то же самое, как мы вязали по узору в начале. То есть я продолжаю вязать узор. Вяжем до конца. Это будет второй ряд узора у меня. И всего мне нужно провязать 24 ряда. Соответственно, это у меня будет 8 раппортов узора. Мне нужно провязать. Вы считаете по своим параметрам, по своим расчетам, вяжите по своим. Итак, вот я довязываю второй ряд. Мне осталось еще провязать 22 ряда. И я присоединюсь к вам, когда довяжу перед 24 ряда, чтобы сделать убавки, показать, как делаются убавки по горловине. Итак, я довязала до горловины, вот проймочку. И теперь нам осталось сделать убавки по горловине, как я посчитала. 5, 3, 2, 1, 1. И давайте начнем. Так, для начала я закрываю 5 петелек. Желательно, чтобы рисуночек у нас закончился вот так, последним 4-м рядом, чтобы у нас красиво здесь не оставалось никаких петелек. Можно провязать лишние там 2 рядика, например, если у вас что-то не сошлось, для того, чтобы получилось вот такой красивый законченный рисунок. Итак, убавляем первую петельку, я ее провязываю в изнаночной, то есть я провязываю так, как нужно по рисунку. Вторую, дальше лицевая у меня, это будет 3-я петелька, 4-я и 5-я. Вот я закрыла 5 петелек. Далее я провязываю все петельки. Вот это остаток петель я провязываю по рисунку, уже не вяжу больше узор, здесь изнаночная.
Далее этот раппорт провязываю по рисунку, то есть этот узор провязываю так, продолжаю его дальше вязать, так как нужно. Не забываем, что у нас здесь оставалось 26 петелек, мы одну убавили петельку, поэтому у меня осталось 26 петель, для того, чтобы понять, сколько будет петелек правильно должно быть на плечо остаться. Заканчиваем, переворачиваем и вяжем второй ряд. Вяжем точно так же по рисунку, не меняя ничего. Довязываю ряд до конца, не провязывая одну петельку последнюю. Вот так. Переворачиваю. Петелька одна у меня осталась, последняя на спице. Далее у меня закрывается 3 петли. То есть я закрываю первую петельку вот так, не провязывая ее, закрываю, провязываю вторую, закрываю и третью закрываю. Вот что у меня получается. У меня получается красивое продолжение косички. Далее довязываю петельки по рисунку опять. Здесь у меня меняется снова узор. И далее, довязывая ряд до конца, изнаночный ряд мы будем вязать с вами без изменений. Точно так же опять в конце мы не довязываем снова одну петельку. Так, у меня здесь изнаночная, лицевая, изнаночная. Провязываем узор рис. И снова не довязываем одну петельку. Переворачиваю вязание. Эту петельку я снимаю, протягиваю провязанную сквозь эту первую петельку. И нужно здесь мне сделать 2 убавки. Одна у меня уже есть. И вот вторая. Далее все петельки провязываю. Опять у меня меняется узор. Опять не довязываю одну петельку, переворачиваем. И мне осталось сделать 2 убавки по одной петельке. То есть вот я эту снимаю, эту петлю не провязывая, протягиваю. Маркер можно это тоже убрать. Провязываю, здесь меняем, это у меня здесь идет узор, я его меняю. Одну петельку оставляю опять не провязанной. И у меня последняя убавочка, то есть я провязываю вот эту петельку, протягиваю просто, да, и все, довязываю этот ряд так, как мне нужно по рисунку. Довязываем ряд до конца. И провязываем последний изнаночный ряд без убавок. Просто провязываем ряд до конца. Так, 1, 2. И вот, что у меня получилось. У меня на спицах осталось 14 петелек. Я их закрывать не буду, оставлю открытыми. Потом мы будем с вами их сшивать по плечу. Итак, вот что у меня получилось. Точно так же мы вяжем теперь вторую полочку.
только в другом зеркальном отражении. То есть убавки будем мы делать по изнаночной стороне. У нас тоже должно остаться такое же количество петель на спицах. И далее мы вяжем еще потом отдельно спиночку. Я ее уже не буду показывать, мы просто вяжем спинку. Здесь не забываем убавить одну петельку по переду, и по спинке мы точно так же убавим по одной петле. То есть у нас останется на спинке по 53 петли. И вяжем спиночку на высоту 34 ряда по прямой. Просто мы довязываем ее, спиночку по прямой, все, что нам нужно, на эту же высоту. То есть вот так, без каких-либо углублений. То есть мы вяжем ее и оставляем петельки по прямой. Встретимся, когда будем соединять плечевые швы. Я довязала полочку, связала вторую полочку, сделала углубление горловины по полочке, как бы с изнаночной стороны. У меня также осталось здесь 14 петелек. Далее я связала просто по прямой спинку. Вот она у меня идет. Просто прямо на высоту, такую же, как по полочке. То есть вот они одинаково получается. Не забыв убавить здесь тоже по одной петельке с той и с другой стороны для проймы, чтобы она получилась немножечко вот такая округлая. И далее мы теперь будем сшивать плечо. Вот я одну уже сшила, показать вам, чтобы готовая. И будем вязать рукавчик. Свяжем с вами рукавчик. Покажу, как закрыть точно так же 5 иглой. Красивый такой получается. И давайте будем продолжать. Я связала спинку и полочки, и на полочке вот так вот оставила ниточку. Мы складываем изнаночными сторонами наружу, то есть лицевой стороной вовнутрь. Вот так я складываю. Вот у меня внутри лицевая сторона. И так я друг к дружке приложила. Мне потребуется еще одна спица дополнительная, я возьму. И будем мы сейчас с вами закрывать так называемым методом 3 спиц. Первую петельку я сниму с этой спицы, с передней, из дальней спицы, и просто их вот так протяну здесь. Не буду провязывать, чтобы не создавать лишнюю толщину. Далее я провязываю, подхватываю спицей с первой спицы, со второй, захватываю ниточку и провязываю через обе петельки, через одну и через вторую. Снимаю их и первую набрасываю на провязанную. И так далее. Снова мы берем через 2 спицы, провязываем, протягиваем одну, вторую, снимаем их и протягиваем сквозь петельку. И всегда у нас на спице остается одна петля. Опять протягиваем. И так закрываем все петельки. И у нас останется только петельки горловины спиночки открытыми. Мы их пока оставляем для того, чтобы потом набрать петельки по горловине. И вот так. Не туго делаем здесь закрытие, чтобы нас не стянуло плечо. Ну и это у нас будет дополнительный сдерживающий фактор от растяжения по плечу. Будет все-таки фиксированный немного край. То есть он, в принципе, тоже важен для того, чтобы в процессе носки у нас плечко осталось такое, какое есть, чтобы оно не растянулось после многократного ношения и стирки. Итак, закрываем все петельки. И вот у меня осталось немножко еще петелек. То есть мы обязательно берем петли с одной и с другой спицы и провязываем их и протягиваем. И последняя петелька, провязываем и протягиваем. Хвостики можно, если у меня не обрезаны, я просто протягиваю, если не обрезанный, обрезаем и протягиваем. И вот что у нас получается. То есть плечо у нас оно немножечко тянется, но
фиксируется для того, чтобы не было растяжения. Вот что у нас получилось с лицевой стороны. Мы закрыли такой еле заметный шовчик. И у нас остались только петельки по горловине спинки. Мы их пока оставляем, не трогаем. Так, далее у нас остался вот такая вот, теперь у нас есть пройма. И отсюда мы будем набирать петельки для рукава. То есть вот так он будет выглядеть, наш рукавчик. То есть мы будем его вязать от проймы. И давайте мы сначала тоже его немножко посчитаем. Так, сейчас я покажу. Рукав. Рукав у меня 13 сантиметров была высота проймы, вот здесь вот. Соответственно, я 13 умножила на, сейчас я умножаю их на количество петель в 1 сантиметре. Тогда мы умножали на количество рядов в 1 сантиметре для того, чтобы понять, сколько рядов это будет. Сейчас мы умножаем на количество петель. И когда мы умножили, у нас получилось у меня 25 петель. То есть с одной стороны, вот здесь я должна набрать 25. И с другой стороны точно так же 25 петель. Всего у меня получается по кругу я должна на рукав набрать 50 петель. Это для того, чтобы понять, сколько же нам нужно петелек набирать. Далее, длина всего моего рукава у меня 24 сантиметра. Я посчитала, это 64 ряда я всего должна связать. 5 сантиметров я предписала примерно, это длина, высота резинки. Это примерно 10 рядов. Хотя здесь у меня получается больше, но я взяла точно так же, когда я начала вязать, и поняла, что мне хочется вот такую же высоту резинки, как на основной части, поэтому я взяла на рукаве тоже 10 рядов. Вычитаем из общего количества 64 10 рядов, у меня получается 54 ряда узором рис. И в конце еще немножечко у нас петелек убавки будет, я все покажу в конце. Для этого мы вяжем, нам нужно сократить петельки, и для того, чтобы понять, сколько сократить, мы тоже их можем сосчитать. То есть мой обхват запястья я писала, он у меня будет так, обхват запястья 11,5 сантиметров, это 17 плюс прибавки, у меня получается 17 сантиметров. 17 умножить на 1,87, это плотность в одном сантиметре, это получается 32 петли у меня должно остаться на резиночку. А на рукаве у меня получилось 50 петель. То есть я из 50 петель вот этого рукава я должна вычесть 32 петельки, которые остаются на резинку. У меня получается, что я должна сократить 18 петелек. И это примерно получается каждую третью петлю я должна сократить. Но я сокращала немножечко по-другому, чтобы у нас не сбился рисунок, чтобы он остался красивым переходом. Немножечко сделала по-другому, и я вам это все в процессе потом покажу. Сейчас мы будем просто набирать петельки на рукав. Я сейчас покажу, как его набирать, как его вязать начать. И далее мы продолжим вязать рукав. Итак, мы берем ниточку, берем спицы и начинаем набор. Так, первую петельку я сделаю вот так вот, прямо здесь в серединку, вот в петельку, сделаю первую петлю. Далее в следующую сделаю вторую, чтобы у меня не было дырочек, и в следующую вот кромочную третью. И, наверное, здесь же наберу четвертую. Итак, здесь мы набираем под пройма без прибавок, то есть никаких вывязываний из 1-2 там нет, чтобы у нас здесь ничего не фалдило. Так, 4 мы набрали. Дальше берем 5-ю из задней стеночки и 6-ю за обе. 6. Дальше 7, 8 и 9. 3 набрала, и дальше опять наберу из задней 10 и за обе дужки 11. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14.
И вот, наверное, у нас уже примерно половинка рукава. Так, 14, дальше 15, 16, 17, 18, 19, так, 20, 21, 22, 23, 24. И здесь без прибавок наберу еще одну, 25. Вот у меня до плеча получилось 25. И далее протягиваю спицу вот так и набираю после плеча. Здесь я сделаю прибавку, потому что здесь на плече, чтобы не было, наоборот, создать небольшой здесь объемчик, я сделаю здесь прибавочку одну. Так, получается 1, дальше 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше. Так. 11, 12, 13, 14, 15. Дальше двойную. 16, 17, 18, 19 и 20. Так, и еще одну прибавочку здесь сделаю. 20, 21, 22, 23, 24 и последняя рядом вот с этой 25 в кромочную. И вот у нас получилось 50 петелек мы набрали равномерно, то есть у меня получился шаг такой: 3 петельки и из одной 2. Вот мы набрали все петельки 50, можно их пересчитать еще раз для убедительности, что мы все правильно сделали, и начинаем вязать. Так, я вяжу на 2 спицах методом Magic Loop. И первый ряд у нас идет 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. И так продолжаем ряд до конца. В следующем ряду мы провязываем точно так же по рисунку, по кругу мы опять же провязываем точно так же. Так, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Мы провяжем первый ряд, второй ряд мы провяжем точно так же, в третьем ряду мы сменим, то есть где были лицевые, мы свяжем изнаночную, где была изнаночная, там свяжем лицевую, и будем так вязать по кругу. Без убавок я вязала, то есть вот я просто связала по кругу нужное количество мне рядов. То есть вот я связала 54 ряда, и дальше буду убавки делать. Как я буду делать убавки, покажу. Все тоже покажу, как закрыть, как провязать, как закрыть иглой, все покажу. Итак, мы теперь вяжем просто рукавчик по кругу на высоту, так получается 19 сантиметров, да, у меня.